Акулы всегда вызывали у нас смешанное чувство ции и страха. Когда группа рыбаков обнаружила огромную акулу, выброшенную на берег, любопытство быстро сменилось тревогой. Животное еще дышало, но едва двигалось, явно борясь за жизнь. Решив вмешаться, рыбаки вызвали ветеринара. Ветеринар прибыл без промедления, привезя с собой аварийное оборудование. Акула была почти неподвижна, но осторожность все еще была необходима из-за ее рта, полного острых зубов. Осмотр выявил большую шишку на ее животе, массу, которая явно там не должна была находиться. С умением того, кто уже сталкивался с подобными ситуациями, хотя и в контролируемой обстановке своей клиники, ветеринар подготовился к надрезу. Напряжение было ощутимым. Любая ошибка могла быть фатальной. Он разрезал шишку, и все присутствующие затаили дыхание, пока содержимое не было обнаружено. Все были поражены. Как это могло случиться в обширном и волнующем море Гольфстрима? Команда рыбаков столкнулась с очередным рабочим днем под палящим солнцем. Сети, заброшенные с точностью ветеранов, возвращались удивительно пустыми, усиливая отчаяние месяца, уже отмеченного нехваткой. Напряжение витало в соленом воздухе. Сезон не был благоприятным, а постоянный страх перед нежелательными встречами с акулами преследовал каждого человека на борту. «Становится все труднее, правда?» — пробормотал Карлос, осматривая очередную почти пустую сеть. Его лицо было изборождено морщинами многих лет, проведенных в море. Его товарищи по судну, такие же загорелые и покрытые солью мужчины, просто кивнули, глядя на мутные воды. Именно тогда что-то необычное нарушило монотонность дня. В нескольких метрах от лодки вода начала бурлить странным образом, не с грациозной быстротой большой рыбы, а медленно и тяжело. Сначала они подумали, что это еще один удар неудачи, еще один хищник, опустошивший их сети. Но вместо этого из глубин появилась огромная акула. Акула, явно страдающая и двигающаяся с очевидным трудом. «Смотрите на это!» — воскликнул Г.У., указывая на большое животное. Его живот был неестественно вздут, образуя гротескную шишку. «Это ненормально!» «Должно быть, она больная или ранена», — задумался Тиаго, самый молодой член экипажа, пока акула медленно кружила вокруг лодки. Его лицо выражало смесь любопытства и страха. Ситуация акулы, такой могущественной и в то же время такой уязвимой, вызвала жаркие споры среди рыбаков. Жизнь в море научила их уважать природу и ее создание, даже тех, кого боялись, таких как акулы. «Мы должны помочь», — твердо заявил Педро, капитан. «Мы не можем оставить животное страдать так, даже если это акула. Нам нужно вызвать морского ветеринара». Послышались одобрительные возгласы, несмотря на опасения некоторых. Ведь приближаться к акуле могло быть опасно, но сочувствие к мучающемуся существу перевешивало страх. «Я сделаю звонок», — сказал Карлос, доставая свой мобильный телефон из водонепроницаемого пластикового пакета. Остальные продолжали наблюдать за акулой, испытывая смешанные чувства восхищения и жалости, пока животное боролось в водах, которые теперь стали не только местом работы, но и сценой спасательной операции.
С акулой, все еще кружащей вокруг лодки, рыбаки подготовились доставить огромное животное к берегу, где можно было бы провести более безопасное вмешательство. Под руководством Педро они выбрали небольшую бухту с удобным доступом и более спокойными водами, что было жизненно важно для такой деликатной и необычной процедуры. «Нам понадобятся прочные веревки и большие сети», — инструктировал Педро, пока они медленно направлялись к берегу. «И держитесь на безопасном расстоянии, пока не прибудет ветеринар. Никто не подходит без указаний». Тем временем Карлос, все еще держа телефон в руке, связался с ветеринаром, специализирующимся на морской жизни, доктором Лусией, и объяснил ей срочность ситуации. «Она очень вздута, доктор. Я никогда не видел ничего подобного. Нам нужно, чтобы вы были здесь как можно скорее». Доктор Лусия, в свою очередь, выразила свою обеспокоенность и любопытство. «Я уже в пути. Подготовьте место и постарайтесь удержать акулу спокойной и близко к берегу. Мы будем использовать седативные средства, чтобы облегчить обращение, не вызывая дополнительного стресса у животного». Когда место было выбрано и территория подготовлена, рыбаки установили периметр безопасности с более тонкими сетями, предназначенными для направления акулы в бухту, не ограничивая полностью ее движение. Они знали, что любая ошибка могла быть фатальной как для них, так и для животного. Вздутый живот раскачивался тревожным образом с каждым движением животного. «Все готово», — объявил Педро после нескольких минут осторожных маневров. «Мы можем начинать». С кивком доктор Лусия подошла ближе, крепко держа шест. «Мы начнем. Будьте готовы к любым непредвиденным обстоятельствам». Рыбаки наблюдали, держа в руках веревки и сети, готовые помочь, пока ветеринар выполняла свою работу. Напряжение было ощутимым, но была и искра надежды, что они смогут спасти это величественное существо, которого случайно пересекло их путь в обширных водах Гольфстрима. С прибытием доктора Лусии и ее команды на место начались процедуры по стабилизации акулы в бухте. Пляж, который они выбрали, обеспечивал относительно легкий доступ к животному, а мелководье облегчало обращение. Хотя сама задача была рискованной и сложной, сначала доктор Лусия ввела легкий седативный препарат с помощью шеста, оснащенного шприцем. Лекарство было жизненно важно для снижения стресса акулы и минимизации рисков во время процедуры. «Мы подождем, пока она отреагирует на седативное средство», — инструктировала она, внимательно наблюдая за поведением акулы, пока препарат начинал действовать. Рыбаки и медицинская команда готовили необходимое оборудование для операции. На песке расстилались влажные простыни для защиты кожи акулы, и на нее постоянно лили ведра морской воды, чтобы поддерживать гидратацию. После нескольких напряженных мгновений акула начала показывать признаки успокоения, двигаясь меньше и позволяя команде работать более безопасно. Доктор Лусия, используя специальный стетоскоп для подводного использования, проверила жизненные показатели животного. Наконец, когда все было готово, доктор Лусия начала операцию. Разрез был сделан с хирургической точностью, и все взгляды были прикованы к животу акулы в ожидании, что же вызвало такой дискомфорт у животного. Однако, как это часто бывает в экстренных процедурах, не все пошло по плану. Во время операции акула начала слегка шевелиться, что было признаком того, что седативное средство начинало терять свою силу.
«Нам нужно больше седативного средства!» — воскликнула доктор Лусия, сохраняя спокойствие, несмотря на сложную ситуацию. Один из членов команды быстро ввел дополнительную дозу, в то время как другие удерживали акулу, чтобы предотвратить резкие движения. После момента напряжения животное снова успокоилось, и операция продолжилась. Каждая секунда была на счету, и мастерство и спокойствие доктора Лусии были очевидны. Она работала с эффективностью, которую могли обеспечить только годы опыта, руководствуясь глубоким уважением к существу, находившемуся под ее опекой. Пляж превратился в импровизированную операционную, где жизнь величественного существа висела на волоске под пристальным взглядом мужчин, объединенных усилиями, чтобы спасти нечеловеческую, но не менее ценную жизнь. После введения дополнительной дозы седативного средства доктор Лусия продолжила операцию с обновленной срочностью. Условия были далеки от идеальных. Песок под ногами и постоянный шум волн, разбивающихся берег. Но ее концентрация была непоколебима. С твердой рукой и точными движениями она аккуратно расширила разрез, в то время как ее команда освещала рабочую зону фонарями, стратегически расположенными вокруг. С помощью хирургических щипцов она начала осторожно извлекать объект, вызвавший вздутие. Это был деликатный процесс. Каждое движение тщательно рассчитывалось, чтобы не причинить дополнительного вреда и без того ослабленному животному. Рыбаки наклонились вперед, пытаясь разглядеть, что извлекается. Напряжение было ощутимым, дыхание замерло, взгляды были прикованы к разрезу, над которым работала доктор Лусия. Наконец, с комбинацией мастерства и нежности она извлекла сумку с инструментами, сильно покрытую солью и морской водой. «Вот оно», — сказала она, положив сумку на стерильную ткань рядом. Это было поразительное зрелище. Обычная сумка, вероятно, потерянная каким-то судном, теперь стала причиной таких страданий для столь могущественного существа. Рыбаки перешептывались между собой, потрясенные и одновременно облегченные. «Как это могло попасть ему внутрь?» — спросил один из них, недоумевая. «Вероятно, он проглотил это, ища пищу», — объяснила доктор Лусия, осматривая акулу на предмет других внутренних повреждений. Эти животные иногда не различают пищу и человеческий мусор в море. С удалением странного объекта следующим испытанием стало зашивание разреза. Доктор Лусия работала быстро, зашивая твердой рукой. Акула, все еще находящаяся под воздействием седативных средств, оставалась спокойной, безмолвной жертвой обстоятельств. «Мы почти закончили», — сообщила она, заканчивая зашивание. «Нам нужно следить за ним, пока он приходит в сознание. Его реакция в ближайшие минуты будет критической для его выздоровления». Рыбаки подготовились к заключительной фазе спасательной операции. Они организовали систему, чтобы удерживать акулу в воде, позволяя морской воде циркулировать через ее жабры и облегчать дыхание. Пляж превратился в место надежды и обновления, пока они с нетерпением ждали пробуждения акулы, желая ей восстановления сил. Доктор Лусия, очищая свои инструменты, наблюдала за пациентом с профессиональной заботой и восхищением. «Мы сделали все, что могли», — сказала она рыбакам. «Теперь природа должна завершить начатое». На том пляже, под небом,
медленно меняющем цвет с закатом, группа рыбаков и морское существо были связаны общей борьбой за жизнь. Каждый вдох акулы, каждая разбивающаяся волна отзывалась эхом хрупкости и взаимосвязи всех жизней на земле. С завершением операции и пляжем, омываемым последними лучами дня, команда и рыбаки внимательно наблюдали за акулой. Постепенно признаки силы начали проявляться в седативном животном. Его движения были медленными, но становились все более уверенными, что указывало на то, что седативное средство теряло свою силу, и животное приходило в себя. Доктор Лусия и ее команда оставались начеку, готовые вмешаться, если потребуется. Дыхание акулы стало более регулярным. Ее огромные жабры расширялись и сокращались с потоком соляной воды, которую рыбаки аккуратно направляли к ней с помощью ведер. Наконец, с мощным движением, окатившим все вокруг водой, акула показала, что готова вернуться в свою естественную среду обитания. Рыбаки с чувством облегчения и радости помогли направить акулу обратно в более глубокие воды, поддерживая ее специальными шестами, пока она не смогла плыть самостоятельно. «Пора отпускать», — сказала доктор Лусия, указывая, что акула, похоже, может удерживать равновесие. С осторожностью они отпустили животное, которое медленно, но с возрастающей уверенностью уплыло от берега, исчезая в глубинах океана. Рыбаки и медицинская команда наблюдали, как акула удаляется, каждый переживая события этого дня, полного интенсивных эмоций и неожиданных действий. «Надеюсь, она полностью восстановится», — пробормотал Педро-капитан, пока они собирали оборудование. «Со временем и без осложнений. Она должна поправиться», — ответила доктор Лусия, убирая свои инструменты. «Ваша работа сегодня была решающей. Это показывает, какое влияние мы можем оказывать, когда уважаем и заботимся о животных, с которыми делим эту планету». Пока солнце окончательно садилось, рыбаки размышляли о произошедшем. Это была история, которую они, несомненно, будут рассказывать много раз, напоминая о взаимосвязи их жизней и морских существ. «То, что мы нашли сегодня, — начал Карлос, — было не просто спасением акулы. Это был урок о влиянии наших действий и о том, как даже простой потерянный предмет может иметь невероятные последствия для морской жизни». Остальные согласились, и пока они собирали оставшееся оборудование, обсуждали способы предотвращения подобных инцидентов в будущем, возможно, организовать кампанию по очистке океана или провести семинары о более устойчивых методах рыболовства. День закончился обещаниями действий и изменений, обновленным обязательством перед океаном, который обеспечивал их существование. Инцидент с акулой стал не просто успешным спасением, но и поворотным моментом, глубоким осознанием человеческой ответственности перед множеством существ, делящих с нами один и тот же синий мир.